Ну вот буквально с десяток ягодок на грозди. Ну что тут оставлять? Пока еще непонятно. Ягоды вообще должны быть большие. Совсем плохо опылилась, оставил 2. Отцвела самая последняя. Мало что цветет позже всех, так она еще и созревает позже всех. Пойдет под топор. Как опылился. Прям шикардос, да? Охренеть. В общем, все посыпалось. Всем привет! 26 июля 2025 года, Минская область, Пуховический район. Посмотрите, что сейчас происходит у меня на винограднике. Цветение прошло более-менее неплохо. Сейчас я покажу, какие сорта я буквально недавно отнормировал. Все уже отнормированы недели 2 назад. И буквально Аркадия, наверное, отнормирована сегодня. Это дынька, я ее не нормировал, у нее гроздочки небольшие. Опыление средненькое, я оставил по 2 грозди на побег. Аркадия, например, у нее больше килограмма гроздь, поэтому в любом случае оставляю по 1 грозди на побег, с учетом того, что у нас, опять же, лето было не очень теплое, весна холодная, опоздание недели на 3 идет. Это 342 кишмиш венгерский, вот так опылился. Это все открытый грунт, теплицы у меня нет. Вот эта Каталония, она, кстати, раньше всех опылилась. Раньше всех начала расти у нее ягода. Рядом подарок не святая, тоже неплохо опылился. Но в этом году конкретное опоздание. Обычно все цветение проходит в июне. У нас в этом году все произошло в июле. И то во второй половине. Поэтому опоздание будет, никуда не денешься. Нужно разгружать. Нужно минимум все-таки оставить гроздей, потому что есть вероятность, что ягоды могут не дозреть, раз, и во-вторых, лоза может не успеть вызреть. Отнормированная Аркадия по 1 грозди на побег в этом году. В обычные годы бывает, что нижняя гроздь самая хорошая, как правило, она самая мощная. Обычно бывает по 2, по 3 грозди на побеге, и мы нормируем. Обычно оставлял нижние, в этом году оставлял 2 грозди, они лучше всех опылились. Нижние раньше опылялись, и погода не способствовала опылению. В общем, посыпались. Поэтому оставил практически все 2. Ну вот это вот все я поудалял. Остальные я уже пронормировал неделю. Какие-то неделю назад, какие-то 2 недели назад. В общем, нестабильно, все по-разному. Все сорта ведут себя по-разному. Как есть, так и есть. Прима Украины, женский цветок, ужасно опыляется каждый год. Я больше чем полкило гроздей на ней не видел. Оставил по 2 грозди на побег по возможности. Видите, были, которые самые первые начали цвести, опыляться, они все осыпались. Просто в труху. Вот 2, 3, они более-менее стали как-то неплохо опыляться, потому что погода способствовала. Вообще просто было в этом году очень холодно и влажно. И вот сейчас льют постоянно дожди. У меня на некоторых кустах начало подхлораживать. Я делаю обработки хелатом железа и по листу, и в корень. Более-менее как-то выравниваю. Не идеально получается, но более-менее. Видите, какие не очень красивые, презентабельные у нее грозди. Поэтому я оставил их по 2, чтобы более-менее набрать какое-то количество ягод. Потому что ягод на ней я нормальных никогда не видел. Но она выигрывает только вкусом, больше ничем. Если бы не вкус, я бы с ней распрощался, конечно. Вот буквально с десяток ягодок на грозди. Что тут оставлять? Чего ее нормировать? Оставляю по 2, реально. Рядом подарок не святая. Пока еще непонятно. Ягоды вообще должны быть большие. Но все равно оставил по 1 грозди на побег. Потому что грозди обычно крупные, ягоды крупные. Не рискнул. Вот здесь совсем плохо опылилась, оставил 2. Еще пока вообще непонятно по ней, совсем маленькие. Аркадия розовая, она отцвела самая последняя. Мало что цветет позже всех, так она еще и созревает позже всех. Пойдет под топор. Этот год у нее последний. Аркадия розовая, она же Гелиос. Кишмиш Велес. Смотрите, как опылился. Прям шикардос, да? Охренеть. В общем, все посыпалось. Это вот он зацвел у меня буквально 1. Недавно закончил цветение. 1 побег я повредил. Точнее, не я. Птицы его снесли. Он был еще как бы не подвязан, потому что был маленький. Они на него сели и поломали. И вот 2 побег
Он более-менее вроде опылился. Ну, посмотрим. Возможно, я в этом году первый раз попробую его. Тоже пока под вопросом. Что-то он как-то... Ему уже, кстати, лет 5. Это вот только сейчас он начал побеги давать. Он каждый год хлорозил, мучился, расти не хотел. Ну, вот этот год для него решающий. Если более-менее вкус мне понравится, если он выдержит... Он, кстати, и трещит. Вкус у него хороший. Посмотрим. Короче, этот год и следующий понаблюдаю, там будет видно. Но пока оставляю. Ну, у него, ну, так как это все-таки кишмиш, цвести должен шикарно. Но не в этом году. Видите, одна гроздь полностью осыпалась, вторая гроздь вроде бы неплохо. Ну, поживем, увидим. Надежда ранее, я ее как-то захвалил. Потом она у меня стала капризничать. В этом году выдала неплохие гроздочки. Смотрите. Вот это, кстати, смотрите, огонь. Я думаю, килошечка должна быть. Вкус хороший, очень ранее, висит хорошо. Ну, я по ней проблем не вижу. Прошлый год она у меня покапризничала, немножечко настроение подпортила. В этом году она исправляется. Будет на моем участке пока. В ближайшие пару-тройку лет точно. Там будем видеть, как она себя ведет. Вообще динамику будем смотреть. Мускат-дубовские сигнальные гроздочки у меня. По одной грозди на побег оставил. Пока не знаю, что из него будет. Растет ужасно. Либо он низкорослый, либо все-таки он как-то хреново развивается. Кормил, поил, что я только с ним не делал, вроде бы неплохо. Чуть-чуть такой легкий хлорозик есть, легенький. Ну, сегодня еще одну обработочку сделаю. Так, в принципе, более-менее. Рядом это у меня Олимп. Олимп не хотел расти, потом буквально, наверное, в июне месяце как стартанул, и пошло. Это до второй проволоки дошел. Вот этот один побег только хорошо проснулся. Я оставил на нем пасынки, потому что, чтобы не жировал. Вот, оставил пасынковые какие-то вот побежки для формировки. И вот пошло. И даже вот до верхней проволоки что-то доросло. Ну, буду пока изгаляться над ним. Возле Аркадии Байконур у меня сигнальное плодоношение. Смотрите, вот такие он заложил у меня гроздочки по одной, побег. Тоже, ну нет, недолго, он 3 года, сейчас скажу, это 4-й год у него, да, будет 4 рукава. В общем, буду его нормировать и развивать. В общем, пока все неплохо, хотя тоже такие похлороженные листики немножечко есть. Ну, по хлорозу неудивительно, я вообще удивлен, что буквально пару кустов хлорозит. Но вообще в этом году просто льет, заливает, и холод к тому же. Поэтому как есть, так есть. Ну, сейчас более-менее хоть стало тепло, пускай льет. Обработка у меня была 2 недели назад, все успел, болезней пока нет, слава богу. В общем, ну, работаем над этим. Я думаю, мы справимся. Ну вот, по общему плану, видите, вот здесь у Примы Украины более-менее хороший лист. У памяти учителя чуть-чуть желтее, чуть-чуть подхлораживает. Но сейчас дожди, я не могу обработать. В корень только да. Но я дождусь завтрашнего дня. Все-таки и под корень, и по листу дам. Оно не так быстро помогает, как хочется, но все-таки помогает. Молодняк там сидит, я даже пока их озвучивать не буду. Тоже подхлораживает немножечко. Они вообще расти не хотели, но вот более-менее процесс какой-то пошел. Нельсон тоже вот буквально оставил по 2 грозди на побег. Они не очень как бы вроде бы развиты. Но посмотрим. Если что, я в процессе донормирую. Если будут хорошо расти. Пока оставил по 2 грозди на побег. Я не думаю, что они будут огромные. Но вполне себе. В общем, следим за динамикой. Обрабатываем, пока есть возможность, системными препаратами. Пока до сбора урожая у нас еще далеко. В общем, отсчитываем дни. Системники выбирайте сами. Не суть важно, какие найдете, такие найдете. Единственное, что чередуйте. Не повторяйте там больше 3-4 раз одним и тем же системником. Все-таки чередуйте, чтобы не было привыкания. Ну, в смысле, системниками какими любыми. От аидиума и от милдию. От мучнистой росы и от ложной мучнистой росы. Выбирайте, смотрите именно состав, чтобы действующее вещество все-таки отличалось. Чтобы не было одно и то же. Чтобы не было повторений, чтобы не было привыканий, чтобы оно все сработало. Все, всем пока.